Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Давайте узнаем. Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, какие события ближайшего будущего нам раскроют карты. И первая колода Оракул Ленорман. 4 карты мы достаем и будем видеть предполагаемые события или с чем это будет связано, чему стоит уделить внимание, в каких сферах жизни, возможно, произойдут что-то важное или то, что вам нужно знать, услышать. Конечно, останемся реалистами, мои дорогие козероги, и вы в большинстве своем самые настоящие реалисты. Но, тем не менее, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и хоть карты не расскажут о личной истории каждого из вас, но какую-то подсказку вы для себя увидите. Итак, смотрим, что скоро будет. События ближайших дней, ближайшего будущего. Что скоро случится? Ну, вот уже и 2 у нас выпало. Или произойдет. Ладно, пусть будет так. И колода Таро. Давайте узнаем. Первая карта — неожиданности или неожиданные события, с чем это может быть связано. Возможно, это новости, информация. А вторую карту мы достанем, что ведет вас к добрым переменам. Или то, что за вас, или в чем ваша сила, мои дорогие. Может быть, то, что складывается для вас положительно. Ну или какой-то совет нам все же дадут карты. То, что для вас с плюсом. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то документы, у кого-то учеба. Денежная энергия смотрим, финансы. Личная жизнь и любовь. Что же случится или произойдет? Любовь, мои дорогие, сердце, ну что тут скажешь. И поэтому дела личные, дела семейные, может быть и так. Или встреча с важным человеком, которого вы любите. Или, может быть, который любит вас, кстати, мои дорогие козероги. Но личная жизнь, особенно для тех, кто в паре, ну, играет такими разными красками. Даже если это долгий союз и отношения несколько подувяли, ну, значит, будут какие-то радостные события. А для тех, кто один или одна, самое время подумать, а стоит ли продолжать одиночество. Конечно, здесь могут быть, ну, как новости от ваших детей. Или, может, кстати, у нас период ретроградной Венеры, и по 13 апреля к нам могут возвращаться люди, словно из прошлого. И это не обязательно, к примеру, была какая-то ваша любовная история. Может быть, были контакты, была дружба. Вы можете случайно встретить человека. Понятно, что это не абсолютно для всех касается, но я раскрываю те возможные варианты, которые могут быть. И так вот по 13 апреля могут произойти случайные даже встречи где-то на улице или в любом месте. Или вам могут написать, напомнить о себе те люди, которые по каким-то причинам, ну, выпали из поля вашей видимости. Или эти контакты прекратились тоже по необъяснимым причинам. Вы можете сами тоже о ком-то вспомнить и инициировать какой-то контакт. И тогда эта карта будет говорить, что вам откликнется какой-то человек. Поэтому личную жизнь не оставляйте на потом доброй энергии. Что же случится? Ну, у вас еще и сильная позиция. Всегда аркан Медведь — это наша уверенность, это стабильность. Это все то, что нам где-то нравится. И соответствует 10. Иногда это, как мы подводим итоги некоторые, или получаем некоторые бонусы, или для себя решаем вопросы. И Медведь это может говорить о том, что вопросы, которые касаются, может быть, и связаны с оформлением или ну, с какими-то согласованиями по вашим личным делам, может быть, и по недвижимости или по вашему дому. Но, значит, есть возможность здесь более рационально провести и остаться довольным, самое главное, укрепить свои позиции. И число 15, если мы сложим две вот эти цифры, у нас получается 6, а 6 это у нас победа. Поэтому, правда, тут победа в решении конкретного вопроса, может быть, который связан с чиновниками или с подписанием каких-то важных документов. Что-то у вас здесь получится осуществить. Вы укрепите собственные позиции. Но это могут быть еще контакты с людьми, которые имеют
в своих руках некоторые рычаги влияния, вот с таким вот медведем, да, и поэтому где-то дипломатия вам помогает. Но вообще очень позитивное начало, как и на дела, так и на личную жизнь, на любовь. Что же случится или произойдет? Примите во внимание, вот как вот в этой карте букет, да, корзина с цветами. Красивая корзина, а цветы в ней разные. И это множество контактов, много информации. И здесь мы не вступаем в какие-то противоречия. Мы больше нацелены на договоренности, потому что договариваться придется с разными людьми. И абсолютно неважно, какую точку зрения будет иметь человек, или его мировосприятие, или как принципы. Вот это все не важно. Важно и умение договориться, увидеть какой-то общий фарватер или общий горизонт, когда нас это может соединить, или когда контакты с конкретным человеком, вы помогаете ему, а он помогает вам. И знаете, доброе время действительно не упустить какую-то возможность, потому что всегда аркан Букет говорит, что сейчас у тебя эта возможность есть. Но мы знаем, Букет склонен к увяданию. Поэтому, если ты отложишь что-то на завтра, важный разговор или какие-то согласования, опять же, контакты с каким-то человеком, если вы кому-то хотите написать, например, или, ну, как отношения прояснить, причем в таком, знаете, более дружелюбном фарватере или контексте, когда мы больше настроены на взаимопонимание или с кем-то помириться. Вот здесь добрая энергия от начала до конца. Не упустите это время. Значит, знаете, во всем ведь очень важен взаимный энергообмен. И вполне вероятно, карты вам хотят показать, что именно в эти 10 дней люди к вам будут откликаться более дружелюбно, хотят вас слышать, и значит больше возможности договориться, ну или, может быть, прояснить какое-то дело или обстановку. Для вас нет ничего невозможного. И дважды для вас это будет важно. Почему? Девятка. 9 это всегда преддверие перемен. В последующем, вскоре что-то будет меняться. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Ну, действительно, и нам карта продолжает, опять же, девятка, аркан гроб, мы подводим итоги. Значит, вверху аркан медведь, и 10 мы говорили, выводы какие-то делаем. Или на самом деле какой-то вопрос вы решаете, и словно его закрываете какой-то гештальт, может быть. Или навсегда какую-то тему отпускаете. Вот я такое тоже могу предположить, потому что у вас сильная позиция, и вы очень рациональны. Вообще, я должна сказать, хорошее настроение. И тогда нам вот этот аркан будет говорить, на этой декаде вам легко будет сказать либо кому-то нет, либо самому себе сказать нет, меня это больше не интересует, или меня это больше не вдохновляет. Или, завершив какое-то дело, ну, как чувство собственного самоудовлетворения, самодостаточности, потому что какой-то вопрос или тему вы сумели решить, закрыть. Или просто в чем-то разобраться окончательно, когда нет вот этой двойственности, может быть так, а может быть эдак, но есть понимание того, что вы захотите продолжать, или, может быть, какие отношения вы хотите продолжать. У кого-то ведь так может проиграться. Я допускаю, что, ну, может быть, не у всех понятно, но у части из вас и как любовный треугольник, или треугольника нет, но есть по прежним, может быть, отношениям в личной жизни незакрытые вопросы, и они вас тянут назад, а уже есть новый человек и новая совершенно история любви. Тогда все равно нужно все расставить по местам для того, чтобы вас из прошлого ничто не тянуло назад. Вот и такой момент. Поэтому доброй энергии разобраться с чем-то – это точно. Что же в неожиданностях, мои дорогие? Рыцарь кубков, правда, любовь, хорошее настроение, вдохновение. И у кого-то встреча или знакомство. Такое я тоже не исключаю. Но знаете, всегда по рыцарю кубков это те энергии, которые нам дает пространство, вселенная, высшие силы, судьба, назовите как угодно, для того, чтобы мы вдохновились, для того, чтобы мы сами для себя сделали некоторую передышку, не пытались все фундаментировать, даже отношения личные,
больше были легки на подъем, или больше романтики, может быть, добавили в свою жизнь. И карта говорит, наслаждайся моментом. Не пытайся все сразу же как-то прояснить. Не забегай вперед, потому что действительно у две карты, две девятки, будет что-то меняться. А порой царю кубков нам приглашают нас насладиться вот этим периодом, потому что он проходит в добрых энергиях. И где-то не слишком быть таким рациональным, а быть добрее к самим себе, быть добрее к собственной душе. И если, кстати, мои дорогие козероги, вам кто-то предлагает внезапную поездку или внезапную встречу, и, кстати, вы можете предлагать, и я так вижу, скорее всего, человек откликнется. Может быть, свидание. Отправляйтесь. Потому что вот эти все такие радостные, как чувства, эмоции, добрые энергии вам помогают, как и в росте вашего оптимизма, так и в целом создают добрый фон для вашего настроения и возможности даже, может быть, быть более лояльным при совершении каких-то более важных разговоров. И ведь не секрет, если мы находимся в подавленном настроении, не очень-то мы тут склонны договариваться, поэтому для вас хорошее настроение будет играть основную роль. А для кого-то это может на самом деле поздравления, признание в любви, какие-то комплименты, подарки, вот такое тоже может быть. Или вы со своим любимым человеком будете продумывать встречу, даже если вы на расстоянии. Что же вас ведет к добрым переменам? Ну, сами по себе по тузу Пентаклей это возможности. И Пентакль, обратите внимание, как солнышко. Всегда возможность, которую мы должны ухватить, не упустить. Я об этом говорила. И это как поддержка высших сил. Причем это как закладка, если у нас тут нам сказали, прежнее как этап жизни завершается, или какое-то дело вы завершаете, то уже на пороге новые события или новые возможности, которые нужно преувеличивать. Не совсем мы тут оглядываемся назад, и нам карты снова говорят, ведь это начало. И мы спросили, что ведет вас к добрым переменам. Да, любые энергии, которые имеются в виду, ну, вы обдумываете с элементом обновления. Обновление чувств, обновление отношений. Или вот та история, которая была связана, может быть, с прежним, с прежними контактами, с тем человеком, которого вы знали, здесь может продолжиться какая-то история совершенно в новом ключе. У кого-то это может быть и связано по работе, у кого-то это будет с новыми заработками, кстати, но все равно элемент новизны, когда мы привносим в нашу жизнь, не пытаемся заново что-то, знаете, как повторить, прежними методами не пользуемся, а допускаем, что жизнь наша, она не бывает полностью предсказуема, и если мы готовы менять ее, мы готовы меняться сами, то тогда вот эти добрые позитивные энергии обновления будут менять вашу жизнь в более счастливом фарватере или в более счастливом ключе, менять именно качество жизни. Потому что по тузу Пентакли, я всегда говорю, это как зернышко, это и первые шаги или какое-то начало, после чего мы получим прекрасные плоды или вырастим денежное дерево. И это все то, что вам как и помогает, так и ведет к добрым переменам. Давайте посмотрим по сферам жизни ваши достижения. Ну, правда, какие-то завершения есть. Может быть, кстати, я такое могу предположить, когда выпадает 13-й аркан, и пусть это вам на достижение, но ведь откуда-то к нам приходят деньги. И если по вашей работе, вы работу провели какую-то, да, вы уже выполнили объем работы, может быть и так, а с вами не рассчитались. Возможно, у кого-то это как гонорар, и он тоже по каким-то причинам задерживается. Тогда вы его получите. Но это не те деньги, которые падают нам на голову, нет. Это имеется в виду те деньги, которые вами заработаны, и вы по какой-то причине застряли непонятно где. Вы их можете получить. Но здесь можете действительно, посмотрите, две карты, закрыть какой-то гештальт. Я могу предположить, у кого-то банально меняется руководитель на работе, как новая метла по-новому метет, вам действительно нужно перестраиваться. У кого-то это будет связано со сменой вообще работы, со сменой вашей деятельности, или вы задумаетесь всерьез об этом. Вы понимаете, что
Ну, как какая-то эпоха или этап вашей жизни подходит к концу. И вот многие из вас можете это прочувствовать как кожей, что ведь правда обстоятельства, которые вокруг меня, они меня подталкивают или, может быть, дают мне такое ощущение, что прежний период жизни, он завершается, и мне совершенно необходимо вот именно меняться, рассмотреть новые варианты, чтобы как-то плавно вписаться в новую стратегию, тактику тех обстоятельств, которые придут в мою жизнь. Здесь адаптироваться уже на что-то нужно или к чему-то, к тем переменам, которые происходят вокруг вас. И это, безусловно, всегда обозначает завершение и начало чего-то нового. Я надеюсь, все правильно понимают, 13-й старший аркан, смерть – это не про смерть, это о трансформации, потому что завершился какой-то прежний этап. И я часто сравниваю, опять же, когда мы прежде завершили что-то, или теперь мы понимаем, что новая эпоха, в которой нам довелось проживать, или в эпоху перемен, и мы, вот если есть вот это зернышко, да, о котором мы говорили по тузу Пентаклей, мы его садим в землю. Но прежде чем маленький росток, который находится в глубине вот этой твердой оболочки, сумеет пробиться сквозь нее, вот эта оболочка или панцирь, она должна быть разрушена. И это не что иное, как трансформация. Вот именно разрушение вот этого панциря символизирует аркан смерть. И мы не можем расслабиться, потому что маленькому росточку придется одному еще пробиваться сквозь темную землю к солнцу. И поэтому для вас искусство мелких шагов. Не старайтесь как все зафундаментировать, я уже говорила, потому что росточек пробивается сквозь эту землю, он ищет себе этот выход, наиболее удобное место, где меньше затратит сил и более для него удобно пробиться, расположиться. Вот что-то подобное может быть в последующем этапе вашей жизни, мои дорогие козероги. Но в конечном итоге тут многое зависит от вас самих. Но это путь к солнцу, помните. Очень важные какие-то решения могут быть по части вашего бизнеса, работы. И по семерке кубков это у нас вообще всегда радость. И тут самое главное не замечтаться. Вы действительно можете какой-то эквивалент даже по деньгам получить. Или вот этот аркан-медведь говорит о вашей ресурсности. И раз есть выбор по семерке кубков, стало быть, есть и деньги. Но куда вы их вложите? Может прийти какая-то сумма. Я могу предположить, у кого-то она будет даже связана, к примеру, с личной жизнью, с получением наследства. И не торопитесь тратить. Семерка кубков – ну, это еще и карта иллюзий. Видимо, в эти 10 дней может показаться, что наиболее перспективный фарватер вложения средств или метод вложения средств, или покупка какая-то. Знаете, здесь мы можем быть очень воодушевлены или даже восторжены, но на деньги такие эмоции нам не помогают. На деньги не помогают не то, что с минусом, не то, что с плюсом сильные эмоции. И поэтому подходите к какому-то вопросу рационально, мои дорогие. В чем-то не торопитесь. Сохраняйте свои сильные позиции. Как и по деньгам, так и, в принципе, правильно приложить к чему или в чем участвовать, по делам, по бизнесу или по работе. Здесь вот тоже вам предстоит решать. Или, может быть, если вы меняете работу, значит, я могу предположить, вот тот контракт, который вы будете заключать, какая-то сумма должна быть проговорена буквально до мелочей. Не должно быть никаких иллюзий. По деньгам все это деньги, да, и у нас поэтому предполагается, что все максимально конкретно. И тогда не будет потом ни разочарований, ни того, что как во что-то вложился, допустим, да, и не получил должного эквивалента. Личная жизнь, любовь. Нечего добавить. Действительно, у вас очень продуктивный период, и выпадает карта «Сила». Договариваться придется, не случайно букет и все то, что я говорила. И вот наша прекрасная дева-ведьмочка, она находится рядом со львом. И посмотрите, это как ручной лев, а лев – это прообраз нашего эго и наших эмоций. Эмоции могут нахлынуть как и с плюсом,
так и где-то с минусом. Мы можем быть с кем-то не согласны. Или наоборот, будет тот период, который нас воодушевляет и создает иллюзии, кстати. Поэтому причесывать свои эмоции вам придется. Но для вас нет ничего невозможного. Как вы назовете свой корабль, такое направление он получит. Какую траекторию на долгий период жизни вы здесь себе будете, но определять, скорее всего, при этом быть готовому корректировать планы, понимать, что ну, в данный период жизни я чего-то могу и не видеть. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и ведь аркан силы – энергия, как у мага. А для мага нет ничего невозможного. И мы можем подумать, что маг это или аркан силы – это про волшебство. Отнюдь нет. Это про такую очень мудрую практику, когда мы умеем наблюдать, слышать, анализировать и только потом действовать. И, видимо, это будет касаться и личной жизни тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.